Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Сейчас сразу покажу одну странную штуку, которую я делал для оптимизации процесса моего рисунка. Я носил браслет, раньше очень любил, и как это можно использовать. Смотрите, такая штука, придумка. Берешь браслет и засовываешь в него линеры. Раньше я использовал микрон и делал вот такие вот упражнения для себя, для того, чтобы мозг работал хорошо. И это Италия, это, сейчас скажу, какой, это 2016. И в принципе удобно, вы знаете, можно использовать. Ну, если нужно выйти на 5 минут и чтобы у тебя под рукой все было, ты сидишь и рисуешь. Это вряд ли удобно, если нужно куда-то идти и так постоянно носить, то, наверное, нет. Есть специализированные чехлы, и можно вот так вот в них специальным образом, как какой-нибудь этот Человек-паук, бум, Путин из рук. И туда можно засовывать разные линеры, маркеры. Я видел, люди это делают, и это, ну, в принципе, такая практичная история. Ты берешь и несколько штук так присоединяешь, потом вынимаешь просто и рисуешь. А в моем случае нужно было просто выйти из студии и там посидеть, чай попить, кофе попить и немножко посмотреть, чтобы голова чуть-чуть расслабилась от вот этого безумия архитектуры и пейзажа, немножко чтобы расслабилась. И вот я выходил и цеплял с собой 2-3 линера, тогда микроновские, он туда засовывал, потому что я постоянно носил этот браслет. И садился куда-нибудь. У меня был маленький скетчбук, небольшой, и я вот так тын-тын-тын. Ну, в принципе, удобно. В принципе, удобно. Но потом я перестал это делать. Я стал просто класть их в карман. Почему нет? Нет, это фоточки из Пезера, из Италии. И там я делал себе вот такие упражнения. Сейчас сначала покажу, где заседал. Вот здесь такой столик, такой небольшой антураж зеленый. И вот мой прошлый набор. Это наборы линеров микроновских и промаркер. Я пытался с ним экспериментировать. И первый мой скетчбук фабриановский, вот такой толстый, я его носил все время с собой. Ну и когда выходил из студии, то смотрел на эту башенку. Тоже есть забавные зарисовки. Я постоянно проверял свой уровень рисования по этой башенке. Выхожу, нарисую, смотрю, как получается, есть ли прогресс или нету прогресса. С прогрессом было очень трудно, потому что времени на то, чтобы практиковать скетчинг, было очень мало. По сути, я учился рисовать так. У меня есть небольшое время, когда я могу выйти из студии, и каждый раз, когда я выхожу, подышать свежим воздухом, ну, мое фумаре, мое, у меня есть время на то, чтобы практиковать скетчинг. Вот так реально, вот так, вот так, вот так вот и было. Ну, вот реально. Так что отмазки, что времени нету, это такие, ну, то есть я их не понимаю. Ну, как бы, я их не понимаю. А, но зато регулярность. Регулярность там раз 5, 7, 10 на дню ты выходишь покурить, и все окей, да. Ты учишься скетчить. Вот. А чтобы скетчить было весело и интересно, то я делал для себя такие вот упражнения. Может быть, они кому-то покажутся полезными, поэтому вы тоже так пробуйте. Вот смотрите, я рисовал, например, такой домик и рисовал его разрез. То есть я думал, что может происходить в самом низу этого домика. Там, мне кажется, Кощей над златом чахнет, а чуть выше, что происходит, там бочонки с чем-то, не знаю с чем, но вряд ли лимонадо, лимончелло. Тут происходит какая-то оживленная беседа. Что они делают? На уровне, где этаж, чувак на лошади подъезжает и дает что-то чуваку под фонарем, а рядом сидит, это как будто бы такой салун, забулдыга, он вышел из заведения или его выкинули, он сидит там. В салуне играют в бильярд и стоит бариста. Дальше, с другой стороны, подъехала карета, там стоит пупсик и чувачок, и он, видимо, сейчас пупсика этого повезет куда-нибудь на карете. На все это смотрит чувак сверху и пьет, мне кажется, чаек, да. А внизу что происходит? Покупают в кондитерской люди какие-то, наверное, сладости. Выше этажом, в переходе кто-то кого-то зажимает понемножку, да. Контент такой.
А еще выше, вот тут снизу человек чаек пьет, сверху пупсик курит, наверное. А тут какое-то заседание, что-то они обсуждают, что-то у них интересное происходит. А вот здесь, ну я не знаю, как это комментировать, но в общем вы сами все видите. Тут все хорошо, все хорошо. Почему-то вот этот чувак на балконе, он... Почему? Что происходит? Ключ какой-то? А, ему сверху еще один пупсик скинула ключ. Мол, типа, ты вот здесь, на этом этаже разобрался, все окей, давай заходи еще наверх. Потому что не знаю почему. Он там кто-то сидит, квасит. Тут тоже в коридоре парочки общаются. А тут сидит на диване пупсик, а чувак, он там за столом что-то делает. Пишет картинку, что ли? Что это за драматичная ситуация? В общем, чтобы практиковать вам было весело, понимаете, ну, нужно придумать сюжеты. Ну, то есть вас должно это немножко цепануть. Вот меня такое цепляет, ну, вот, я радуюсь, я люблю эту жизнь, я очень люблю все вот эти вот штуки, которые ее составляют. И поэтому, ну, вот такие картинки, такие сюжеты. Ну и смотрим дальше. Вот здесь мы уже подходим к истории с крышей. А тут наверху выставка картин. Да, картины какие-то. А тут что-то, какая-то драматичная ситуация происходит. Какой-то чувак с дубиной и другой чувак со щитами. Ну а наверху происходит вот понятно что. Художник рисует симпатичного пупсика, которая позирует вон там на кубе. И художник, видимо, не богатый. Вот с одной стороны слева у него книжки, справа у него матрас и патефон, что ли. И там на вот этой окошке в крыше тоже сидит парочка. А наверху сидит то ли обезьянка, то ли кошка. Ну, в общем, вот. Это, видимо, у меня уже крыша ехала там в Италии. И нужно было уже скорее в Петербург возвращаться. Потому что, ну, зависала ее там обычно я надолго. Надолго, и это такая история непростая. В общем, сюда приезжаю в Петербург отдыхать. И сразу же, чтобы социализироваться, иду дэнсить. Вот, иду дэнсить. И хорошо, если open air есть. Или на вечеринку. Вот, это вот моя тема. Прийти в себя после Италии. И тут Google картинки подкинули мне тоже фотку моего рабочего стола, не рабочего, стола в моей комнате Италии. Что он из себя представляет? Это не в студии, ну, в общем, там, конечно, бардак, но бардак любопытный. Вот, например, первое, что стоит, это шоколад, который я там постоянно ем. Он очень вкусный и дико твердый. Его невозможно раскрыть. Это вообще нереально. Его можно только с большими усилиями расколоть ножом. Что я постоянно и делаю. Дальше смотрим. Это набор линеров, маркеров, которые я туда привез. Ну и линеры, вон вы видите, стабила. Оранжевый и какой-то странный фиолетовый. Такой я сейчас не использую. Вообще это странный выбор, конечно. И про маркеры. Ну, про маркеры, кстати, бюджетные, нормальные. Вот рекомендую, кому надо маркеры. Я практически не использую их сейчас, но тогда было нормально. Там какая-то книжка по рисованию итальянская. Альбер, не знаю. Переходник на евро, на итальянскую розетку. Странные итальянские розетки. Да, такие просто, ну, слушайте, думал, что рассказываю про стол, а снимал-то на самом деле не стол. Сейчас переключусь. Вот. Полетели. Вот шоколадка, про которую рассказывал, с которой ничего невозможно сделать. Вообще ничего. Вот про маркеры и стабила линеры. Вот книжка итальянская, такая характерная. Про рисование этот замочек из хостела. Для хостела, вернее, купленный. Что-то карандаши, это какой-то набросок, который наверняка Габриэле сделал, иллюстрируя какую-то проектную идею. Я что-то перерисовываю в проект. Да, в проект, точно.
почему у меня в комнате стоит, ну, иногда он стоит у меня в комнате, иногда я переношу его в студию, иногда он в комнате стоит. И в студии еще один мой компьютер, который в студии самый большой, самый сильный компьютер у меня. И этот компьютер зовут Анджелина. Это странная история. Есть итальянская песня про Анджелина. Это не очень приличная песня. Это вообще неприличная песня. И я подумал, что вот в отрыве от России мне будет проще, если хотя бы мой ноутбук будет, вернее, мой компьютер будет называться Анджелина. Это странно, но это так. Это моя реальность. И вот Анджелина до сих пор меня ждет там. Ждет. Говорят, ее никто не трогает. Вот, посмотрим, что там происходит дальше. Самому интересно. Наборы офисной бумаги, какая-то коробка из-под аквы, из-под воды, какие-то чертежи, интернет, лампа олдскульная. И вот это самое интересное. Это юная архитекторесса Лалли нарисовала мне симпатичного пупсика. Да, такую, чтобы это было попроще работать тут. И не так он стремился в Санкт-Петербург обратно. И рыбки. Тоже у нее очаровательная графика. Нет, просто потрясающая графика. Очень талантливая. И мой старый телефон. Не помню, Nokia какой-то еще кнопочный, на котором вся клавиатура в кверти. Вот, в общем, вот такая вот примерно ситуация. И это 2016 год. А 2000 дальше, 19 я смотрю, какие там интересная штука. Там, вот, если вы знаете, такие технологии VR. Это когда ты делаешь проект, ты делаешь модель, ты делаешь из нее VR, и в очках виртуальной реальности ты показываешь это клиенту. Он так надевает и смотрит, что интересно, как ты придумал проект, что, как ты мог это вообще додуматься. Это говорит потрясающе. Вот так должны все клиенты реагировать. Ну, а вот это, сейчас покажу картинки, ну, это развертки. Не выглядят немножко странно. Но кому интересно, можно понять, как это все вообще выглядит. Вот это, например, идеи по графике, которые пришли в тот проект. Я разрабатывал, например, волны стриженной зелени, потом каким образом работают ритмы вот этой стриженной зелени, который придет в этот проект. И вот еще одни ритмы стриженной зелени. И, в принципе, вот эти вот маленькие идеи, которых много, должно быть в проекте очень много разных, я накидывал в моем скетчбуке. Вот. А вот это вот эти вот развертки. Это храм, идея парка, сада парка в коммунаре. И это были развертки, можно было ощутить себя, как будто бы ты висишь в воздухе над проектом. И смотреть вниз, вот в этих очках, и смотреть, видеть, что там происходит. Да что такое, я опять не переключился. Нужно сформировать привычку. Сейчас исправлюсь. Вот. Вот эти картинки, про которые я говорил, скетчи с волнами, маркеры поворотов. Там должен был быть лабиринт. Большой-большой красивый лабиринт. Декоративные вкрапления, стриженные деревья, как прозрачные стены, 3 глубины пространства, стриженные деревья, как крыша, зонтик над скамейкой, повышение стены при входе в лабиринт. Ну, вот эти вот маленькие проектные идеи, которые я вношу в осмысление. Скамейка в лабиринте, эта часть стены, можно было перекинуть ноги с одной стороны на другую, и такой лайфхак для того, чтобы, если бы запарился ходить в лабиринте, можно было его использовать. И моя ламия, я ее недавно потерял, недавно снова нашел, и позавчера, по-моему, подарил, да. А вот как выглядит вот эта вот история рендера, развернутого на сферу. То есть, что происходит? Вот эта картинка, она идет вот сюда, на мой телефон, на мою мобилу, соединяется с такими очками.
И вот так можно смотреть на весь проект. Ну, в данном случае картинки, они вид вниз. Вот эти две. Видимо, остальные картинки я делал в какое-то другое время. И вот их две. Один вариант. Так забавно это все выглядит. Это одна из первых прикидок, одна из первых идей, которые была внесена в тот проект. С той поры, конечно, очень много все было доработано, переработано и изменено. Но, в общем, вот срез этого момента. Как все могло происходить. Ну, а потом, конечно, двинул Density. Density — это мое все, это постоянно. Поэтому всякие вот такие вот повороты на стрелке Васильевского острова, и скоро начинаются опены снова. Так что вот этого и раньше было много, и сейчас, я думаю, что будет много. Вот здесь мы танцуем рядом с растральными колоннами, разные танцы. И, в общем, это место счастья, восторга и адреналина в Санкт-Петербурге. Я это очень люблю, да. И до ночи практически тут все зависают. И это был 19-й год, а в 20-м году, ну, началась же вся вот эта вот ерунда по миру. И, в общем, что я делал в первой половине дня? Я пробовал новые подходы к графике. Ну, не новые подходы к графике, я просто новый инструмент. Да, я взял мастахин или мастихин, я все время ошибаюсь, и попробовал им рисовать гуашью. Смотрите. Вот. Вот он. Общая импрессия. Ну вот, кстати, мне нравится. Мне нравится, потому что такая обобщенность получается классная. Ну и тут с динамикой рук все отлично. И смотрите, это же не проработанные вообще. Просто не проработанные. Но экспрессии до фига. Мне нравится. Мне прям нравится. И мастахин или мастихин. Это тут написано тушь или гуашь. Наверное, тушь. В общем, вот этой штукой железной рисовал этого пупсика. На самом деле мне понравилось, потому что я привыкший к истории с пером. Вот такой грубый инструмент пробовал первый раз. И он заставляет делать твой штрих более обобщенным. Убирать лишнее, самое главное, выразительное оставлять. И это прям супер опыт был. И я думаю, что я его повторю, потому что дело хорошее. Тоже попробуйте. Я сейчас покажу таймлапс, как я это делал. Вот в ускоренном режиме как это все происходит. Ну, в принципе, графика есть. Ну, если можешь делать графику, то, ну, как я говорю, любой инструмент, какая разница, ты все равно сможешь сделать свой результат. Вот, например, такой. Или вот, тоже еще один набросок в тот день. И такая же довольно сильная экспрессия. И вон, нога проработана. Простые линии, простые формы, все максимально просто и в итоге складывается в эффектную штуку. Я за то, чтобы прорабатывать минимально, но самое главное, саму экспрессию оставить. И вот на такой стадии меня рисунок очень устраивает. Когда как можно меньше делал, но как можно эффектнее результат. Вот для меня вот такой результат, он вполне себе очень даже эффектный, а делал я очень мало. И тогда началась вся эта история. Все только начинали сидеть по домам. Ну, начинали уже, некоторые уже задолбало сидеть по домам. И выходили в город. И смотрели, город был пустой, город был чистый. Просто Нева была чистая, небо было чистое. Видимо, остановили какие-то там предприятия, и воздух кристальный. Это в Петербурге. Как? Взял одну подругу, и мы пошли. Танцевать хотелось нереально просто. На опен. Все понимали, что этой весной ничего не будет. Никаких танцев, никаких опенов.
Это же апокалипсис всемирный. Ничего не будет. Ну, в общем, взял подругу, мы пошли и вдвоем на стрелке открыли сезон опенов. Сейчас покажу. Но, может быть, мы были не первые, потому что я там видел вот таких чубриков, которые танцевали в масках. Ну, молодцы. А мы дэнсили вот примерно вот так. Как-то вот так. Как-то вот так. У меня в куртке был мобильник, с которого играла музыка. Смотрите, чуть-чуть народу. Всех задолбало уже сидеть. И мы потанцевали тут, с другой стороны колонны. Там были байкеры, байкеров гоняли. Мы тоже понемножку туда-сюда выдвигались. И у меня эти же пандемия и парикмахерские не работали. И я начал чудовищным образом обрастать. Вон там видно, каким образом это все происходит. Такой причесон у меня. В общем, у всех тогда было непростое время, я думаю. Вот народу практически нету, а мы дэнсим. И прямо не остановить было это. А потом немножко на питерской крыше слазить удалось. И тоже дело хорошее. Тоже я это очень люблю. Вот. Такие мои истории из 10 мая. В общем, немножко того, немножко всего. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу в описании к видео ссылка на мои уроки по той графике, которую я рисую, которую преподаю. И вот вся эта большая красивая история. Подписывайтесь и экономьте свою жизнь. Жизнь, блин, прекрасна. Время — самый ценный ресурс, который есть у нас. Берите мою технику, используйте. Жгите. Всем чао-чао. Bye.